Добрый день. Сегодняшнее видео– подведение итогов по результатам моих длительных тестов. Но это частичный итог. Почему я решил это сделать сейчас, а не дожидаться окончания тестов Dolby Vision? Все просто. На сегодня еще не закончено тестирование. И так как выходят новые прошивки, которые меняют кардинально вопрос выбора лучших для Dolby Vision плееров, то я не могу подвести итоги на данный момент. Поэтому я решил пока рассказать, какие медиаплееры лучше подходят для SDR и HDR. Для начала сразу скажу, что если вы ищете универсальный плеер, который хорош во всем, то такого нет и, наверное, не будет. Подбирать плеер необходимо, исходя из ваших исходных условий. В частности, какой у вас телевизор, с какого расстояния вы его смотрите, что смотрите больше из контента, например, HDR, SDR, ремуксы или образы с меню или рипы. Откуда вы берете эти видео, с онлайн-сервисов или торрент-раздач? С какими звуковыми дорожками вы смотрите? Есть ли кроме телевизора еще саундбар и ресивер? Нужен ли проброс HD звука? Насколько вам важна простота и удобство? Нужен ли каталогизатор видео? Есть ли у вас NAS? Или вы хотите использовать установленный в плеер диск и так далее? Эти все исходные данные будут сильно влиять на то, какой плеер вам подойдет оптимально. И это мы даже не коснулись разницы в качестве изображения, которое выдают плееры. Поэтому это просто суммирование моих тестов, чтобы подвести итоги. Но это не значит, что вам подойдет именно вот этот плеер. У меня в планах сделать онлайн-систему подбора плеера, исходя из исходных данных, которые у вас есть. Итак, для начала, какие плееры наиболее адаптированы для воспроизведения HDR? SDR можно разделить на несколько частей. Это обычное прогрессивное видео в 1080p с Blu-ray дисков, ремуксы, BD-рипы с кодеком H264 и MPEG-2. Для этих целей вам в целом подойдет любой из существующих на данный момент времени плееров. Разница в качестве изображения будет минимальной и зависит от алгоритма интерполяции цвета и настроек плеера. Вторая группа – это 1080p и 1080i в кодеке VC1. Многие Android-плееры не имеют декодера для его воспроизведения в Android. Поэтому вы можете столкнуться с проблемами, когда программа на процессор медиаплеера не вытягивает декодирование. Хотя сам чип медиаплеера имеет поддержку аппаратную. Просто многие производители уже забыли, что такой кодек существует и был очень популярен с 2006 по 2012 год примерно. Аппаратная поддержка декодирования VC1 есть у плееров на Core Elec с процессором iMlogic, а также у Poklon. Из Android плееров NVIDIA Shield TV может похвастаться аппаратным декодером и Zidu на Realtek, а также Dune на Realtek и iMlogic. А вот Yugus плееры не поддерживают VC1 декодер, но в Core Elec он есть, так как у самого чипа iMlogic аппаратная поддержка VC1 есть почти во всех ревизиях этого чипа. Но с Core Elec тоже не все гладко. С какого-то релиза VC1 при декодировании аппаратно пытается сделать интерлейс у прогрессивного видео. В итоге мы имеем неверное изображение. Но еще хуже, когда видео в VC1 сделано с интерлейсом. Это вводит большинство плееров в ступор. Вы получите неверный вывод такого видео, так как плееру необходимо и декодировать, и еще делать деинтерлейс. А если вы еще выставите и upscale, то и upscale до 4К нужно делать. И получается, что для 1080i с VC1 кодеком фактически с натяжкой подойдет NVIDIA Shield TV. Но лучше Poklon. Другие плееры не могут обеспечить верного изображения деинтерлейса. Вообще с деинтерлейсом у всех Android-плееров плохо. Где-то может один лучше выступить, где-то другой, но стабильного результата я не нашел у других плееров, кроме Poklon. Shield TV немного лучше остальных в 1080i, но у него тоже есть проблемы. Также ни один плеер на Android не может выводить честный интерлейс, чтобы, например, поручить деинтерлейс вашему телевизору. Всегда делается деинтерлейс, а потом этот уже прогрессивный формат выводится как интерлейс. Соответственно, изображение уже теряет качество. В общем итоге, мне не удалось пока обнаружить плеер, который может работать с 1080i полноценно и адекватно, как Poklon. И еще один вариант SDR – это
DVD. Это, казалось бы, уже древний, ненужный формат. Но на удивление, на нем до сих пор выпускают фильмы, даже современные. А уж если вам необходимо найти что-то редкое, то только DVD вам поможет. И здесь, казалось бы, что может пойти не так? Кодек MPEG-2 – это самый простой вариант сжатия. Разрешение небольшое, потянет любой процессор, но не тут-то было. DVD имеет много вариантов и типов записей. В нем можно найти и прогрессивное видео, и интерлейсное. Прогрессив упакованный в интерлейс, плюс еще путаница с частотами. Это может быть pull-down, может быть 24 кадра, 25 и 29. И 29 можно, например, содержать внутри себя прогрессив в 24 кадрах. Кто хочет, может почитать и поискать информацию. В итоге, для просмотра DVD вам так же, как и для 1080i, не подойдет полностью ни один современный Android-плеер. Всегда придется идти на компромисс. Либо будет неверная частота вывода, либо будет сделан деинтерлейс уже изначально прогрессивного формата, и изображение будет урезано в четкости. Либо вместо 59 кадров будет 29 кадров и строп из-за потери половины информации. Поэтому для просмотра DVD вам подойдет только либо древний настоящий DVD-плеер дисковый, но это неудобно, либо Oppo-клон. Есть надежда на AM6B+, с Core Elec, но на данный момент в новых версиях Core Elec 20 и 21 версии неверно обрабатывается DVD. Хотя на 19 версии, когда я тестировал Yugo с AM6B+, он смог меня удивить, показав такие результаты, как его Oppo-клон. Поэтому, если подвести итог, то если вы смотрите SDR во всех его проявлениях, то для вас на данный момент можно рекомендовать только Oppo-клон. Еще очень хороший вариант для SDR это мини-ПК с Core Elec или Windows и видеокарта Intel. Вы получите очень хороший upscale и качественный деинтерлейс. Поэтому как альтернатива мини-ПК имеет место на жизнь. Кажется, что вы не столкнетесь с 1080i, но очень много концертов сделано в нем, и даже некоторые фильмы записаны в 1080i, хотя в реальности являются прогрессивом. Вот такие вот сложности с, казалось бы, простым SDR. Если вы ограничитесь обычным 1080p, H264, Blu-ray либо BD-RIP, то вам будет достаточно любого из рассмотренных мной плееров. На данный момент все плееры выдают верное изображение по цветам, поэтому у вас не будет проблем с этим. Разница будет, как я уже много раз показывал, только в алгоритме интерполяции цвета. И вы можете в какой-то степени управлять оттенками, которые выдают плееры, изменяя вывод между 4.4.4 и 4.2.2. С точки зрения апскейла до 4К из 1080p и ниже, тоже не все хорошо. Апскейл адекватно для 1080i видео вы сделать не сможете. Будет либо недостаточно мощности, либо будут проблемы из-за использования упрощенного алгоритма апскейла. Поэтому апскейл до 4К адекватно работает только для прогрессивного видео. И если вам нужен все же апскейл, то у вас на данный момент есть выбор. Apple TV 2021 года, Fire TV Stick 4K 2018 года, Amazon Fire TV Cube 3 поколения, Nvidia Shield TV Pro 2019 и ZYDU Z9X Pro. Еще из самых последних это плееры с AMLogic S928X, но пока там есть проблемы с качеством, поэтому его пока не буду рекомендовать. Далее перейдем к самому простому варианту изображения, это HDR10. С ним на данный момент, можно сказать, вообще нет проблем на видеоплеерах. Кодек HEVC, который аппаратно поддерживается всеми плеерами, интерлейс 4К не применяется. Поэтому фактически вам подходит любой плеер. Хотя даже здесь мы имеем небольшие проблемы у плееров с неверным определением PQ-MDL. Из-за этого может быть проблема на некоторых моделях телевизоров, которые используют эти метаданные. С точки зрения качества изображения, теперь все в норме. У всех, кроме плееров на Realtek. Для них необходима установка верных параметров в настройках и правильный телевизор. А вот ZYDU Z9X Pro немного портит градиенты при выводе в HDR из-за невозможности установки полного диапазона HDMI. Различия в изображении разных плееров опять зависит от алгоритмов интерполяции цвета. При этом самые чистые цвета и большую насыщенность этих цветов будут выдавать плееры, которые используют метод ближайший сосед для интерполяции. Также такой алгоритм может сделать цветное изображение более четким для ваших глаз. Именно из-за простого алгоритма, который создает меньше новых оттенков промежуточных при интерполяции цвета, потому что фактически использует клонирование исходных записанных цветов. Но есть минус такого алгоритма. На очень больших экранах
вы можете столкнуться с видимой лесенкой на красных насыщенных деталях изображения. Метод ближайшего соседа, например, используется в Oppo клоне, Amazon Fire TV Stick Max и новых моделях Fire TV Stick 23 года, а также Apple TV с 22 года. Поэтому для просмотра HDR10 вы можете выбрать из большего числа плееров. А что касается HDR10+, то его поддерживает большинство современных плееров, кроме Shield TV. По поводу качества изображения в HDR10. Здесь опять же все зависит от вашего телевизора, так как на телевизор передается HDR слой и метаданные, а уже ваш телевизор делает динамическое изображение из этих данных. Поэтому поведение плеера идентично проигрыванию обычного HDR10. И в конце немного про Dolby Vision. На данный момент у нас есть промежуточный лидер, который смог затмить все плееры. Пока он не полностью готов к использованию, но вероятно это именно тот плеер, о котором многие мечтали, так как сочетает в себе все, что нужно для полного соответствия всем стандартам и вариантам Dolby Vision. Но об этом позже. На сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за внимание. До скорых встреч.